Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Народные средства для ухода за зубами и деснами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Уход за зубами – ежедневный кропотливый процесс, включающий чистку зубов, использование зубной нити, средств дезинфекции полости рта и других препаратов, позволяющий поддерживать здоровье и белизну зубов, свежее дыхание. Вот только современные покупные средства для ухода за зубами содержат спирт, нужно точно так же, как и баклажановым порошком. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Народные средства для ухода за зубами и деснами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Уход за зубами – ежедневный кропотливый процесс, включающий чистку зубов, использование зубной нити, средств дезинфекции полости рта и других препаратов, позволяющий поддерживать здоровье и белизну зубов, свежее дыхание. Вот только современные покупные средства для ухода за зубами содержат спирт, фтор, лаурилсульфат и другие вредные вещества, которые постепенно разрушают зубную эмаль. Именно по этой причине современный человек все чаще присматривается к натуральным травам, которые не хуже покупных препаратов отбеливают зубы, снимают воспаление десен и препятствуют размножению бактерий. Тем, кто заботится о здоровье собственных зубов и десен, следует знать, какими целебными травами можно заменить препараты по уходу за полостью рта. Народные средства для ухода за зубами и деснами. Первое. Отбеливание и укрепление зубов. Баклажановый порошок. Каждому человеку хочется иметь красивую белоснежную улыбку. Отрадно, что добиться этого можно не только при помощи отбеливающих зубных паст, но и используя средства нетрадиционной медицины. Хорошим эффектом в этом плане обладает баклажановый порошок. Для его приготовления необходимо подержать над огнем сиреневые баклажаны, пока они не обуглятся, и собрать образовавшийся черный порошок. Обмакнув палец в готовое средство, следует почистить им зубы в течение минуты, а затем ополоснуть рот водой. Зубной щеткой при этом пользоваться нельзя, так как можно повредить эмаль. Ухаживать за своими зубами таким способом следует 1-2 раза в неделю. Древесная зола. Альтернативой баклажановому порошку может стать обыкновенная древесная зола. Она не только прекрасно отбеливает зубы, удаляя желтизну от табака и частого употребления кофе, но и хорошо укрепляет эмаль, помогая сохранить здоровье зубов до самой старости. Для получения золы достаточно сжечь древесную щепку или парочку спичек. Чистить зубы таким средством нужно точно так же, как и баклажановым порошком. Дубовая веточка. Ранней весной, когда на деревьях только начинают появляться почки, срежьте несколько дубовых веточек длиной 20 см и толщиной 5 мм. Опустив веточку с вечера в стакан с водой, оставьте ее на ночь, чтобы она хорошенько размокла. А с утра разжуйте кончик веточки, чтобы образовалась кисточка. Такой кисточкой без нажима прочищайте зубы и массируйте десна. По окончанию процедуры размоченный конец отрежьте, а веточку вновь опустите в стакан с водой до следующей чистки. Ухаживать за зубами и деснами таким способом нужно через день. А в промежутках между использованием дубовой веточки чистите зубы кашицей из толченой морской соли с добавлением пары капель растительного масла. Наносится кашица на зубы при помощи пальца, которым следует тщательно очищать зубную эмаль, не забывая массировать десны. Лимон. Лимон – еще одно прекрасное средство, которое сделает ваши зубы белоснежными. Для этого нужно лишь чистить зубы порошком, либо пастой, в которую предварительно добавили щепотку питьевой соды и 2 капли лимонного сока. А еще можно развести 10 капель лимонного сока в стакане с водой и полоскать таким раствором рот. Это не только сделает ваши зубы белоснежными, но также предотвратит появление зубного камня и укрепит десны, избавив их от кровоточивости. Тимьян. Тимьян или чабрец также прекрасно отбеливает зубы, о чем знали еще наши предки. Чтобы приготовить отбеливающий порошок, достаточно измельчить сухой чабрец,
возможно в кофемолке, и, обмакнув в нем палец, протирать порошком зубы перед чисткой утром и вечером. Второе. Избавление от зубной боли. Отвар шалфея. Зубная боль считается одной из самых сильных, а значит, под рукой всегда должно быть средство для моментального избавления от боли. И совсем не обязательно использовать для этого анальгетики, продающиеся в аптеках. Среди целебных трав найдется немало средств, которые действуют не хуже. К примеру, быстро устранить зубную боль помогает горячий отвар шалфея, которым следует несколько раз прополоскать рот со стороны больного зуба. Малина, мята и дуб. Смешав листву малины, мяты и дуба по 2 столовые ложки каждой, следует залить смесь половиной литра горячего винного уксуса и, закупорив средство, оставить его настаиваться 3 дня. Получившаяся настойка прекрасно подходит для полоскания больного зуба, который буквально через 15-20 минут перестает болеть. А в дополнение к обезболивающим свойствам, такая настойка устраняет неприятный запах изо рта. Чеснок. Мелко нашинковав небольшой зубчик чеснока, заверните его в тонкую материю, свернув ее в трубочку, и плотно завяжите на запястье руки, со стороны которой болит зуб. Боль в этом случае исчезнет быстро и долго не появится. Подорожник. Достаточно положить скрученный в шарик свежий лист подорожника в ухо со стороны больного зуба. Как буквально через 20 минут зуб перестанет вас беспокоить. Подобным образом действует и свежий лист салата. Достаточно промыть его и поместить между щекой и больным зубом, как спустя непродолжительное время боль утихнет. Третье. Избавление от кровоточивости десен. Полевой хвощ. Чтобы избавить десны от воспаления и покраснения, а значит и приближающегося пародонтоза, понадобится народное средство на основе полевого хвоща. Просто высушите полевую траву, после чего измельчите ее в порошок и каждый раз, чистя зубы, обмакивайте в этом порошке щетку с нанесенной на нее пастой. Такое средство быстро приведет ваши десна в порядок, избавив их от кровоточивости и сняв воспаление. Мята. Замечательная трава мята обладает удивительной способностью убивать неприятные запахи и освежать дыхание, для чего достаточно пожевать ее листья. Но, что еще важнее, это средство борется с болезнями десен не хуже покупных ополаскивателей. Для лечения пародонтоза понадобится приготовить соляной или содовый раствор, 1 чайная ложка на стакан воды, в который останется лишь добавить 3-5 капель эфирного масла мяты. Полощите ротовую полость таким средством 5-6 раз в день, а лучше каждый час, до улучшения состояния. Календула. Лицам, которые жалуются на повышенную чувствительность и болезненность десен, можно посоветовать полоскание рта отваром календулы. Готовится это средство просто. Достаточно залить 20 цветков календулы стаканом кипятка и прокипятить такую смесь 10 минут на малом огне. Дав средству остыть, его следует процедить и полоскать им рот раз в день. Если же у вас развивается воспаление слизистой рта, то есть стоматит, вам понадобится более мощное средство. Раствор настойки календулы. 1 чайная ложка настойки на стакан воды, которым следует полоскать рот 5-6 раз в день. Алоэ вера. С афтами, возникающими при стоматите и другими ранками на слизистой рта, хорошо справляется алоэ вера. Оказывается, в соке этого растения содержится много витамина Е, который способствует быстрому заживлению ранок и язвочек. К тому же алоэ является отличным антисептическим и противовоспалительным средством. А значит, смазывая свежим срезом растения пораженные участки щек и десен, можно быстро устранить такую неприятную проблему, как стоматит. Четвертое. Избавление от запаха изо рта. Масло чайного дерева. Чтобы устранить зловонный запах изо рта, добавьте в чашку теплой кипяченой воды 3 капли масла чайного дерева и прополощите этим раствором рот утром и вечером. Такое лечение не только устранит неприятный запах, но и укрепит десны, предотвратив развитие пародонтита. Проводить процедуры следует каждый день до устранения проблемы, а затем дважды в неделю для профилактики. Анис. Семена аниса с незапамятных времен используются человечеством для борьбы с неприятным запахом изо рта и воспалительными процессами на деснах. Чтобы воспользоваться этим средством, достаточно залить стаканом кипятка 2 столовые ложки семян аниса и настаивать их 30 минут, после чего полоскать рот готовым раствором 2-3 раза в день. Земляника, ежевика и мята.
Взяв в равных пропорциях листву земляники, ежевики и перечной мяты, нужно залить травяную смесь пол-литрами кипятка и оставить на 45 минут. Полощите рот готовым средством до 5 раз в день, после каждого приема пищи, а также перед сном. 5. Уход за зубами. Стевия. Напоследок скажу о том, что зубы стремительно разрушаются при частом употреблении сладостей –